Глава 18. Преодоление барьера восприятия. Вечером, по-прежнему в Оахаке, мы с Доном Хуаном прогуливались по площади. Подходя к его любимой скамейке, мы увидели, как люди, на ней сидевшие, поднялись и ушли. Мы поспешили к ней, чтобы успеть занять освободившееся место. «Ну что ж», — произнес Дон Хуан, когда мы сели. Вот мы и подошли к концу моего объяснения. Сегодня ты самостоятельно соберешь другой мир и навсегда отметешь все сомнения. Ты должен безошибочно отдавать себе отчет в том, что тебе предстоит сделать. Сегодня, используя преимущество состояния повышенного осознания, ты должен заставить свою точку сборки перемещаться. И в одно мгновение ты настроишь эманации другого мира. А через несколько дней все мы, ты, Хинаро и я, встретимся на вершине горы. И там ты должен будешь сделать то же самое, однако там у тебя не будет никаких преимуществ, ибо на вершине ты будешь находиться в нормальном состоянии осознания. И сделать это тебе необходимо будет в мгновение ока. Если не получится, ты умрешь смертью обычного человека, который сорвался с обрыва. Он намекал на действие, которым должно было завершиться обучение правосторонней части моего осознания. Прыжок с вершины в пропасть. Дон Хуан заявил, что тренировка воина заканчивается, когда воину удается без посторонней помощи преодолеть барьер восприятия из состояния нормального осознания. Нагваль подводит воина к порогу, но успех зависит от самого воина. Нагваль просто испытывает его, предоставляя ему возможность самостоятельно за себя постоять. Единственная сила, которая способна временно устранить настройку, это настройка, продолжал он. Тебе нужно будет устранить настройку, диктующую восприятие обычного мира повседневности. Намереваясь изменить позицию твоей точки сборки и удержать ее в новой позиции достаточно долго, ты соберешь другой мир и тем самым ускользнешь из этого. Древние видящие, бросившие вызов смерти, по сей день избегают ее именно таким образом, намерением сдвинуть свои точки сборки и зафиксировать их в позициях, переносящих видящих в какой-либо из 7 других миров. «Что произойдет, если мне удастся собрать другой мир?» – спросил я. «Ты отправишься туда, куда отправился Хинаро, с того самого места, в тот вечер, когда он показывал тебе тайну настройки, помнишь? Но куда я попаду, Дон Хуан? В другой мир, разумеется, куда же еще? А окружающие люди, и дома, и горы, и все остальное? От всего этого тебя будет отделять тот самый барьер, который ты преодолеешь, барьер восприятия. И точно так же, как захоронившие себя видящие, ты уйдешь из этого мира. Тебя здесь не будет». Услышав это утверждение, я ощутил, как внутри меня разворачивается настоящее сражение. Какая-то часть меня протестовала и кричала, что позиция Дона Хуана не выдерживает никакой критики. Другая же часть знала, что он абсолютно прав. Я спросил, что произойдет, если я сдвину свою точку сборки в Лос-Анджелесе, прямо на улице, среди людей и транспорта. «Лос-Анджелес растает как дым», — очень серьезно ответил он. «Но ты останешься. В этом и заключается тайна, которую я пытался тебе объяснить. Ты не раз испытывал это на себе, однако так и не понял, а сегодня поймешь». Он сказал, что пока еще я не сумею воспользоваться для сдвига точки сборки толчком земли. Пусковым моментом станет настоятельная потребность в осуществлении сдвига. Дон Хуан взглянул на небо. Он вытянул вверх руки, словно слишком долго просидел неподвижно, и теперь хотелось сбросить физическую закрепощенность. Потом он приказал мне выключить внутренний диалог и погрузиться в безмолвие.
Потом он встал и пошел прочь с площади, знаком велев мне следовать за ним. Мы пошли в пустынную боковую улочку. Я узнал ее. Это была та же улица, на которой Хинара продемонстрировал мне настройку. Едва я это вспомнил, как тут же обнаружил, что иду рядом с Доном Хуаном по пустынной равнине с желтыми дюнами из чего-то похожего на серу. Место это к тому времени было мне уже хорошо знакомо. Я вспомнил, что Дон Хуан заставлял меня воспринимать этот мир много-много раз. И еще я вспомнил, что за пустынными дюнами есть еще один мир, сияющий дивным, ровным, чистым белым светом. Когда в этот раз мы с Доном Хуаном вошли в белый мир, я ощутил, что свет, исходивший отовсюду, не прибавляет сил, но успокаивает настолько, что производит впечатление священного. Священный свет омывал меня. И тут вполне рациональная мысль пришла мне в голову. Я подумал, что мистики и святые, должно быть, совершали это смещение точки сборки. В человеческой матрице они видели Бога. В серных дюнах — ад, а в удивительном прозрачно-белом свете — райское сияние небес. Рациональная мысль немедленно сгорела под натиском того, что я воспринимал. Мое сознание было привлечено огромным количеством фигур, мужчин, женщин и детей, всех возрастов и других непостижимых образов. Все это ослепительно сияло лучистой белизной. Я увидел Дона Хуана. Он был рядом. Он смотрел не на явившиеся нам образы, а на меня. В следующее мгновение я увидел его иначе. Теперь это был шар света, качающийся вверх-вниз в футе от меня. Неожиданно шар резко приблизился, и я увидел то, что было внутри. Специально для меня Дон Хуан принялся манипулировать своим свечением осознания. Оно неожиданно выхватило 4 или 5 нитеподобных волокон на левой стороне его светимости и там зафиксировалось. Мое внимание было полностью сосредоточено на этих ярких волокнах. Что-то медленно втянуло меня в некоторое подобие трубы, и я увидел союзников. 3 темные длинные прямые фигуры, дрожащие подобно листьям на ветру. Я видел их на почти светящемся розовом фоне. В мгновение, когда я сфокусировал на них свой взгляд, они приблизились ко мне. Они не скользили и не летели, но подтягивались на каких-то волокнах белизны, исходивших из меня. Белизна не была ни светом, ни свечением. Она походила на толстые линии, нарисованные меловым порошком. Они рассеялись быстро, но недостаточно. Прежде чем это произошло, союзники уже на меня насели. Они теснили меня со всех сторон. Я почувствовал раздражение. Союзники немедленно, словно по внушению, от меня отодвинулись. Мне стало их жаль. И тут же они вернулись. Они подошли совсем близко и стали об меня тереться. И я увидел то, что уже видел в зеркале, погруженном в ручей. Союзники не обладали внутренней светимостью. У них не было также внутренней подвижности. В них не было жизни. Тем не менее, было очевидно, что они живые. Странные гротескные фигуры, напоминавшие застегнутые на молнию спальные мешки. Посредине каждого из них проходила тонкая линия, похожая на шов. Они не были мне приятны. Я ощущал их полную чужеродность. Это порождало чувство неудобства, какое-то нетерпение. Я видел, что союзники движутся, словно подпрыгивая вверх-вниз, и внутри них что-то слабо светится. Интенсивность свечения становилась все большей, пока, наконец, у одного из них свечение не стало достаточно ярким. В мгновение, когда я это увидел, я обнаружил, что нахожусь в черном мире. Он не был темен, как ночь. Скорее, все, что меня окружало, было черным, как смоль. Я взглянул на небо, но нигде не было видно света.
Небо тоже было черным и буквально сплошь усеянным линиями и неправильными кольцами черноты разной плотности. Оно было похоже на черную древесину с рельефно выделенной фактурой. Я посмотрел вниз на землю. Она была пушистой. Казалось, она образована хлопьями агар-агара. Они не были матовыми, но и не блестели. Это было нечто среднее. Такого я никогда в жизни не видел. Черный агар-агар. Затем я услышал голос видения. Он сказал, что моя точка сборки собрала целостный мир в другой большой полосе. Черный мир. Я старался впитывать каждое услышанное слово, но для этого мне пришлось разделить сосредоточение. Голос замолчал. Фокусировка зрения восстановилась. Мы с Доном Хуаном стояли на улице в нескольких кварталах от площади. Я мгновенно почувствовал, что времени на отдых у меня нет и что бессмысленно идти на поводу у желания впасть в состояние шока. Собравшись с силами, я спросил у Дона Хуана, удалось ли мне выполнить то, что он задумывал. «Да, ты выполнил все в точности так, как от тебя требовалось», — заверил он. «Давай вернемся на площадь. Я хочу пройтись по ней еще раз, последний раз в этом мире». Я не хотел думать об уходе Дона Хуана, поэтому спросил его о черном мире. Мне смутно припомнилось, что когда-то я его уже видел. «Это мир, который собирается проще всего», — ответил он. «Из всего, что ты только что пережил, внимание заслуживает только он. Точка сборки черного мира — единственная полноценная настройка эманаций другой большой полосы, которой тебе когда-либо удавалось добиться. Все остальное — поперечный сдвиг в человеческой полосе, не выходящий за пределы одной и той же большой полосы, той, которой принадлежит и полоса человека. Стены тумана, желтые дюны, мир белых призраков — все это результаты поперечного смещения точки сборки, обусловленные настройкой, которые она осуществляет на своем пути к критической позиции. Пока мы шли к площади, Дон Хуан объяснил мне, что одним из странных свойств черного мира является отсутствие в нем эманаций, отвечающих за время в нашем мире. Вместо них там имеются другие эманации, дающие другой результат. Попав в черный мир, видящий может чувствовать, что прошла вечность, но в нашем мире это лишь мгновение. Черный мир ужасен, потому что тело в нем стареет, убежденно добавил он. Я попросил его разъяснить это. Он замедлил шаги и взглянул на меня. Он напомнил мне, как Хинаро со свойственной ему прямотой уже пытался как-то обратить на это мое внимание, когда говорил, что мы брели по аду целую вечность, хотя и минуты не прошло в том мире, который мы знаем. Дон Хуан заметил, что в молодости он был какое-то время одержим черным миром, и однажды в присутствии своего бенефактора поинтересовался, что будет, если он отправится в черный мир и пробудет там некоторое время. Но его бенефактор не был склонен к объяснениям. Он просто отправил Дона Хуана в черный мир, предоставив тому самостоятельно выяснять, что из этого получится. Сила Нагваля Хулиана была столь огромна, что мне понадобилось несколько дней на то, чтобы оттуда выбраться, продолжал Дон Хуан. «Ты имеешь в виду, что на возвращение точки сборки в нормальное положение у тебя ушло несколько дней?» — переспросил я. «Да, именно это я имею в виду», — подтвердил он. И он рассказал, что за несколько дней блуждания в черном мире он постарел, по крайней мере, лет на 10, если не больше. Эманации внутри его кокона почувствовали напряжение нескольких лет одинокой борьбы. С Сильвио Мануэлем все было совсем по-другому. Его Нагваль Хулиан тоже швырнул в неизвестное, но Сильвио Мануэль собрал другой мир в одной из других больших полос. В том мире тоже не было времени, но он действовал на видящего совершенно противоположным образом. Сильвио Мануэль отсутствовал целых 7 лет, хотя ему показалось, что он провел в том мире всего мгновение.
Сборка других миров не только вопрос практики, но также и намерения, продолжил Дон Хуан. И это не просто упражнение по выскакиванию из других миров, как на резинке. Видящий должен обладать отвагой. Преодолев барьер восприятия, ты вовсе не обязан возвращаться в то самое место этого мира, откуда уходил. Понимаешь? Смысл его слов начинал медленно до меня доходить. У меня возникло непреодолимое желание посмеяться над столь абсурдной идеей. Но идея вдруг стала превращаться в уверенность. Прежде чем я успел вспомнить что-либо еще, Дон Хуан заговорил, не дав мне до этого чего-то добраться. Он сказал, что при сборке других миров воин подвергается опасности, которая заключается в их притягательности. Они притягательны не в меньшей степени, чем наш мир. После того, как точка сборки высвободилась из фиксированного положения, она может быть зафиксирована силой настройки в других положениях. Такова сила настройки. Поэтому воин рискует застрять в немыслимом одиночестве. Рациональная часть меня отметила, что, пребывая в черном мире, я видел Дона Хуана рядом с собой, как шар света. Следовательно, есть возможность находиться в том мире не в одиночестве. Возможность есть, но только в том случае, если те, с кем ты намерен туда отправиться, сдвинут свои точки сборки одновременно с тобой, сказал по этому поводу Дон Хуан. Я сдвинул свою, чтобы отправиться туда вместе с тобой, иначе ты бы оказался там один в обществе союзников. Мы остановились. Дон Хуан сказал, что мне пора. «Я хочу, чтобы ты миновал все поперечные сдвиги», — объяснил он, и отправился прямо в следующий целостный мир, в черный мир. Через пару дней тебе предстоит проделать это самостоятельно. И тогда у тебя не будет времени на мелочи. Если ты не сделаешь этого, ты умрешь. И он объяснил, что преодоление барьера восприятия является кульминацией всего того, что делают видящие. С момента преодоления барьера человек и его судьба приобретают для воина совсем другое значение. Преодоление этого барьера – окончательный тест. Воин должен прыгнуть в пропасть с обрыва, находясь в состоянии нормального осознания. Если ему не удастся стереть мир повседневности и собрать другой мир до того, как он достигнет дна, он погибнет. «Ты должен заставить этот мир исчезнуть», — продолжал Дон Хуан, «но при этом остаться самим собой. Это и есть последний бастион осознания, на который рассчитывают новые видящие. Они знают, что когда пламя осознания сожжет их, они сохранят самоосознание в определенном смысле, оставаясь самими собой». Он улыбнулся и указал на улицу, которая была видна с того места, где мы стояли. Ту самую улицу, где Хинара показывал мне тайны настройки. «Эта улица, как и любая другая, ведет в вечность», — сказал он. «Нужно только идти по ней в абсолютном безмолвии. Время, теперь иди, иди». Он повернулся и зашагал от меня. Хинаро ждал его на углу. Хинаро помахал мне рукой и жестом велел идти. Дон Хуан удалялся, не оглядываясь. Хинаро пошел рядом с ним. Я двинулся было за ними, но знал, что поступаю неверно. И я пошел в обратную сторону по темной, пустынной, унылой улице. Я не поддался ни чувству поражения, ни ощущению беспомощности. Я шел, погрузившись в безмолвие. Точка сборки начала смещаться с бешеной скоростью. Я увидел 3 союзников. Они словно широко улыбались своими линиями, протянувшимися поперек коконов. Мне было все равно. Ничто не имело значения. И тогда сила, подобная ветру, унесла прочь этот мир.